Привет, друзья! В Германии сегодня события разворачиваются с необычной скоростью. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер предложил меру, которая уже вызывает обсуждение по всей стране. Мужчины призывного возраста из Украины могут быть призваны вернуться на родину. Это решение ставит перед государством непростые вопросы о границах, ответственности и социальной поддержке. Пока одни политики обсуждают законность и права беженцев, другие обращают внимание на безопасность всей Европы. Германия рассматривает участие в финансировании ядерного щита союзников, шаг, который может изменить баланс в оборонной стратегии всего континента. Между тем, в Северном Рейне-Вестфалии на горизонте выборов возникают неожиданные прогнозы, способные кардинально изменить местную политику. Граждане выражают растущее недовольство работой государства, а технологии и новые методы мошенничества уже начинают воздействовать на повседневную жизнь каждого немца, особенно пенсионеров. И все это только часть истории. В обороне страны готовятся масштабные закупки вооружений, которые затронут каждый регион и каждую сферу безопасности и повлияют на оборонную готовность страны. Смотрите краткие новости до конца, чтобы разобраться, что происходит и как эти события могут повлиять на жизнь в Германии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ни одной важной последней новости. Итак, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что все мужчины призывного возраста, прибывшие в страну из Украины после 1 апреля 2025 года, должны вернуться на родину. Он подчеркнул, что Германия не может продолжать нести ответственность за их безопасность, особенно учитывая, что они могут быть мобилизированы в армию своей страны. Зёдер отметил, что Германия предоставляет украинским беженцам значительное социальное пособие, включая выплаты по программе Бюргергельд, что является более щедрым, чем в других странах. Он считает, что такие меры создают ложный стимул и препятствуют интеграции. Однако его предложение встретило критику со стороны федерального правительства. Министр труда Бербель Бас заявила, что такие шаги противоречат действующему законодательству и международным обязательствам Германии. Она подчеркнула, что необходимо соблюдать права беженцев и обеспечивать их защиту в соответствии с международными стандартами. В ответ на критику Зёдер заявил, что его цель – стимулировать возвращение людей в их родные страны, чтобы они могли внести вклад в восстановление и развитие своих обществ. Он подчеркнул, что Германия должна сосредоточиться на поддержке тех, кто действительно нуждается в защите, и избегать создания системы, которая поощряет долгосрочное пребывание без активного участия в трудовой жизни. А дальше важная новость Германии. Фракционный лидер от Союза Йенс Шпан заявил, что Германия должна не только устно, но и финансово участвовать в ядерной обороне Европы. Он отметил, что текущий механизм ядерной защиты в рамках НАТО, основанный на атомном щите Соединенных Штатов Америки, уже не обеспечивает должной безопасности. Шпан предложил вести разговоры с Францией и Великобританией о возможной ядерной солидарности, при которой Германия взяла бы на себя часть расходов на содержание их атомных арсеналов. По его словам, это вполне логично, цитата: «Тому, кто хочет защититься, нужно быть готовым ее финансировать». При этом он добавил, что подобный шаг должен стать частью более широкого европейского подхода. Он упомянул, что участие Германии должно идти рука об руку с другими странами и предложил даже идею ротации ответственности между государствами. Подобное заявление вызвали заметный резонанс. Бывший министр иностранных дел Зигмарт Габриэль раскритиковал эти идеи как чрезмерно и неосуществимы. Тем временем канцлер Фридрих Мерц дал понять, что пока не поддерживает такие концепции и считает, что действующий механизм ядерной защиты Соединенными Штатами Америки остается достаточным. А дальше новость, которая привлекает внимание немецких политиков. В Северном Рейне-Вестфалии наблюдается острое противостояние между социал-демократической партией СДПГ и альтернативой для Германии АДГ. Судя по прогнозам, на муниципальных выборах партия АДГ может одержать явный успех. Особенно в Рурском регионе, это историческая опорная зона, напомню, социал-демократической партии. Один из ключевых ответов на эти вопросы – это стратегия мэра Дуйсбурга Зёрена Линка. Он действует прямо на местах в рамках личного контакта с избирателями, как в случае, когда подарил мороженое детям во время летнего городского праздника. Он объясняет, цитата: «Социал-демократы должны говорить понятно, воспринимать людей такими, какими они есть, и решать их насущные проблемы». Конец цитаты.
Он подчеркивает, право на безопасность и чистоту – это не какие-то темы, альтернативы для Германии, это приоритеты социал-демократической партии. Его девиз, цитата, «Нам нечего бояться ни важных тем, ни трудных ситуаций, если нужно, нужно действовать». Он говорит о безопасности в городах, борьбе с социальной несправедливостью и упрощенном бюрократическом подходе, и делает это не абстрактно, а на конкретных примерах. Такой стиль, по его мнению, позволяет социал-демократической партии сохранять доверие и противостоять силе альтернатива для Германии, не декларациями, а реальными делами и открытым диалогом с жителями. И это еще не все. В последние дни в Германии наблюдается рост недовольства граждан по поводу неспособности государства решать актуальные проблемы. Согласно последним опросам, 73% опрошенных считают, что государственные органы не справляются с вызовами, особенно в области миграции и безопасности. Недавние инциденты, такие как нападение на 16-летнюю девушку в Финляндии и другие правонарушения, усиливают ощущение, что власти сталкиваются с трудностями в обеспечении безопасности. В ответ на эти события правые политические силы, такие как партия «Альтернатива для Германии», набирают свою популярность, предлагая радикальные решения. Внутри правящей коалиции также наблюдается трение. В частности, в партии СВДП разгорелся спор о подходе к альтернативе для Германии, что подрывает доверие к правительству. Кроме того, обещания о реформировании экономики и социальной политики пока не реализованы, что вызывает разочарование среди избирателей. Если правительство не предпримет решительных шагов для решения этих проблем, существует риск дальнейшей политической нестабильности и усиления радикальных настроений в обществе. А дальше новость о возможных финансовых рисках в Евросоюзе. В Верхней Франконии 82-летняя женщина из Лихтенфельса стала жертвой мошенничества, в котором использовалась технология искусственного интеллекта для имитации голоса ее дочери. В пятницу днем ей позвонила женщина, представившись сотрудником полиции. Она сообщила, что дочь пенсионерки якобы стала участницей серьезного ДТП, и теперь необходимо внести залог в размере 45 тысяч евро. Во время разговора на фоне был слышен голос дочери, создающий впечатление правдоподобной ситуации. Позже в тот же день аналогичный звонок поступил и сыну женщины, где также использовался имитированный голос дочери. Согласно полиции, мошенники использовали искусственный интеллект для создания голосов родственников, что сделало обман особенно убедительным. Однако семья заметила несоответствие и, обсудив ситуацию между собой, поняла, что стала жертвой мошенника. Благодаря этому они смогли предотвратить передачу денег. Этот случай подчеркивает растущую угрозу использования технологий искусственного интеллекта в мошеннических схемах. Специалисты призывают быть особенно внимательными и осторожными при получении неожиданных звонков, особенно если они содержат эмоциональные напряженные сообщения или требуют немедленных финансовых действий. И еще новость по новой инициативе в обороне Германии. Министерство обороны Германии планирует масштабную программу закупок для вооруженных сил, чтобы устранить существующие значительные дефициты в оснащении. До конца года планируется представить в Бундестаг 81 проект закупок стоимостью, внимания, более 25 миллиардов евро каждый, включая новые боевые самолеты, бронетехнику и системы ПВО. Среди запланированных приоритетов пятая партия истребителей, легкие вертолеты Airbus, а также дополнительные бронетранспортеры Boxer и Puma. Кроме того, планируется закупка ракет для систем ПВО Iris-T и Patriot. Также рассматриваются проекты по разработке системы на базе искусственного интеллекта для мониторинга больших территорий, особенно на восточном фланге НАТО, и высокоточного лазерного оружия для ВМС. В этом году уже было представлено 8 таких проектов, и до конца года ожидается еще 73. Министр обороны Борис Писториус подчеркивает, что эти меры необходимы для укрепления обороноспособности страны и обеспечения надежной защиты. А теперь перейду к международным новостям. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что не будет лично присутствовать на предстоящем саммите G20 в Южной Африке, который состоится в ноябре. Вместо него страну на встрече представителей ведущих мировых экономик будет представлять вице-президент Джей Ди Венс. Трамп объяснил свое решение политическими разногласиями с принимающей стороной, отметив, что предпочитает не участвовать в саммите, проводимом в Южной Африке. Однако в следующем году Трамп планирует провести саммит G20 в своем собственном гольф-курорте в Майами. Он подчеркнул, что местоположение курорта рядом с аэропортом и его привлекательность делают его идеальным для проведения такого мероприятия.
Президент заверил, что проведение саммита в его собственном курорте не принесет финансовой выгоды его бизнесу, заявив, что мы не будем зарабатывать на этом. Тем не менее, такое решение вызвало критику, учитывая предыдущие обвинения в использовании президентской должности в личных интересах. Кроме того, Трамп выразил желание пригласить на саммит лидеров России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпиня, несмотря на то, что в прошлом году Путин пропустил встречу G20 в Бразилии, отправив вместо себя министра иностранных дел. В отличие от саммитов G7, участие России в G20 сохраняется. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.